Добрый день! Сегодня поговорим еще, как мы учимся и что мы делаем с малышами в бассейне. Значит, нашей Анечке сколько? 4,5. 4,5 месяца. 4,5 месяца. Сегодня у нас где-то 4-е занятие. Богданчику сколько? 4,5. Одинаковые детки. Так, а этой Масечке сколько нашей? Лев, в 24-м 3 месяца. 24-го 3 месяца. Сегодня какое занятие? Сегодня второй. Второе занятие. А он совсем маленький, у нас самый маленький сейчас. Заходите, пожалуйста. Мы его только поливали в прошлый раз, да? Да. Не ныряли еще. Так, возвращаемся к Анечке. И Богданчик, подойдите ближе сюда с Богданчиком. Значит, напоминаю схему занятия, структуру занятия, когда вы попадаете в бассейн. Значит, когда мы заходим в воду, то какие-то движения обязательно делаем. Движения, чем не полезны, сопротивление воды уже дает мягкую нагрузку. Даже если у нас разминка начинается чуть позже, пока мы собираемся все вместе, то выполняем какие-то движения, которые помните, которые нравятся ребенку, какую-то там минуточку-две. Желательно до разминки, у нас еще 10 минут есть до разминки, ныряться, раздышаться. Кто у нас ныряет? Кто не ныряет, но делает поливание, пополивать малыша. Опять же, дыхательные упражнения, они очень полезны, поэтому включать их можно почаще. Значит, Анечке говорю, покажите, пожалуйста, еще раз, как вы ныряете с Анечкой. Ну, не было такого маха, просто мы плавно опустили. Главная рекомендация делать все не резко, чтобы ребенок и сам схватит, что нужно в этом движении брать воздуха и перед погружением в погружение задержать дыхание. Дать возможность ребенку проделать этот вдох. Значит, но лучше создать условия для этого вдоха. Значит, поддуем, дуем в личико, чтобы вызвать этот рефлекс, принудительный вдох. Нет, это опять вниз движение было. Да? Вот первый раз я видела прекрасно. Ну, это такое маховое движение с наплывом вверх. Оно есть такая точка подвисания, где включается рефлекс четче. И оп, вот так, да. Хорошо. И не резко проводим под водой. Такие движения можно делать сразу с первого ныряния, с первого занятия. Значит, какие типы погружений я предлагаю еще? Значит, если вы ныряете хорошо, видите, легко, уверенно, прекрасно. Значит, я предлагаю 3 разных типа погружений. Идите ближе сюда, подойдите ближе. Ближе, подойдите. Значит, мы делаем отдельные погружения подольше, ориентируясь на задержку дыхания ребенка под водой, на самочувствие и настроение. Второй тип погружения, когда мы погружаем ребенка и ослабляем поддержку. Первое погружение. Ослабляем поддержку, чтобы малыш включил себя, свои ощущения, свое тело и свои усилия. Дети под водой мало того, что прикладывают усилия, скажем, движения, маму пытаются догнать, и они еще балансируют, потому что под водой они тоже должны удерживать положение тела в определенной плоскости. Поэтому, когда мама держит, эти усилия перекладываются на маму, и ребенок просто не чувствует ни ответственности, ни ситуации. Обязательно ослабляем поддержку первой пару погружений, а потом отпускаем руки плавно, только в погружении, когда малыш находится уже в другой среде, которая его удерживает по-другому под водой, обязательно. Отпускаем ручки, подхватываем, поднимаем. И еще один тип ныряний, который мы позже будем вводить, это серия ныряний, где у нас идет подконтрольная задержка дыхания и подконтрольный отдых. Это тоже упражнение очень мощное, очень хорошо развивает легкие. И вот это и есть плавание ребенка, где мы погружаем малыша, приподнимаем для вдоха, затем еще раз погружаем, отпускаем руки. Малыш двигается, приподнимаем для вдоха. Вот таким вот образом. Значит, сейчас пробуем ослаблять поддержку. Или не резко отпускать руки. Плавно. Вот так, хорошо. Вот она вдох делает, это четко мне видно. Они могут первый раз немножко озадачиться. Во-первых, важно, чтобы мама была
по курсу ребенка, чтобы ребенок, потому что они сразу четко видят, наблюдают, где мама. Поэтому вот это положение соблюдать обязательно. Быть перед ребенком. Тогда мы четко видим, как она задерживает дыхание, и ребенок будет видеть маму и стремиться к маме, включать свои движения. Давайте еще разочек попробуем, закончим. Хорошо. Так. Плавно, мягко, отлично. Продолжаю разговор про структуру занятий. Мы пришли перед разминкой, проговорили еще раз, как нырять, как именно можно нырять. Проделали разминочку на все группы мышц. И что делать дальше? Позже пообщались, передохнули после разминочки. И дальше мы переходим активно к упражнениям на задержку дыхания. Эти малыши большинство поливают. То еще мы делаем дыхательные упражнения. Поливаем водичкой на лобик. Кто у нас ныряет, те включают уже погружение независимые в ритме понятном и доступном ребенке. Значит, напоминаю, что еще мы делаем что еще развиваем в бассейне. Развиваем баланс, плаваем на круге. В первую очередь, самое легкое – это плавание на круге. Пробовали это упражнение? Она не держит круг. Не держит круг. Да. Ну, она еще и маленькая, но тут фокус в чем состоит? Чем меньше мама опекает, тем она сильнее и активнее включает свои усилия. Это правда. Поэтому мы сейчас попробуем еще разочек, и вы увидите, что все получается по-другому. Опять же, именно она тот пловец, который уже хорошо ныряет, и ее можно активнее отпускать. И если она не хочет держаться, мы можем ей разрешить это, и ее падение рассматриваем как ныряние. Сейчас мы это посмотрим. Этот круг выбирать поменьше диаметр изначально. А я могу поливать, да? Сажаем ее ножками. Да, можно поливать, вон стаканчик стоит на бортике. Сажаем ножками, помогаем ей понять, где прикладывается усилие. Прижимаем ручки ее к кругу. Быть перед ребенком, не сбоку, не сзади, перед. Во-первых, она видит маму, и мы видим ее личико, и значит, они балансируют каким образом? Баланс происходит за счет корпуса, поэтому мы ей помогаем принять нужное положение движениями таза. То есть чуть-чуть двигаться даже не обязательно. Можно стоять на месте, в точечке. Попочку опускать, поднимать вниз. Конечно, они начинают немножко расстраиваться, потому что нужно прикладывать усилия. Как она плавала, ей было все хорошо, надежно, а тут что-то поменялось немножко. То есть мы не отпускаем, но оставляем активную поддержку. Можно даже делать специально такую бурю. И чувствуем, включает ли она свои усилия. И слегка подотпускаем. Значит, самое неприятное, когда вода попадает в рот на резком движении вперед. Поэтому стараемся избегать попадания воды в рот, потому что это, как правило, происходит на вдохе. Они глубоко втягивают воду и очень расстраиваются. Но опять же, без определенных усилий это движение не включится. Попробуй подотпускать ее немножко. Держится. Спокойно. Раз, два. Не пугаемся. Посадили еще разочек. Можно еще разочек попробовать такое ее. Попу поднять выше. Ну, вот как-то так, да? В любом случае, это, конечно, задача не одного занятия. Но на каждом занятии мы наблюдаем, как у нее меняются свои усилия. Давай ручку. Снимаешься, я тебе весь представлю. Хочешь? Сама будешь плавать? Смотри, ты сама. Хорошо, раз, два. Хорошо. Так, спокойно. Она даже не испугалась, потому что движение было мягкое. И она умеет. Еще раз акцентирую внимание. Это очень правильное
настроение, когда мы спокойно разрешаем ребенку совершить это движение. А она вообще не расстроилась. Для нее это привычно, и мама спокойно показывает ей, что все под контролем, и все это как бы так было продумано. Обязательно разрешайте ребенку вот такие движения с погружением, наблюдая за задержкой под водой. В водной части мы включаем, проделаем разминку все вместе. После разминки мы уже включаем по активности, по мере активности ребенка дыхательные упражнения, ныряние, плавание на палочке, на круге. Развиваем координацию и баланс. Задержки дыхания усложняем по мере развития ребенка и чередуем баланс, ныряние, элементы разминки. И так доплаваем до конца занятия.